Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас беседа с международной известной правозащитницей из Кыргызстана Азизой Абдырасуловой. И мы будем разговаривать и обсуждать вопрос о правах человека в Кыргызстане, какова ситуация с правами человека в Кыргызстане, как развиваются события, куда идет Кыргызстан и какие угрозы возникают для правозащитников, для активистов в Кыргызстане. Здравствуйте, Азиза, добро пожаловать. Очень рад вас Здравствуйте, видеть. Влад. Я тоже рада вас видеть. Я помню, мы 2 года тому назад у нас была беседа, состоялась. Ну, тогда в сравнении, то, что сегодня делается в Кыргызстане с правами человека, сейчас я думаю, 2 года тому назад намного лучше была ситуация. Да. В течение 2 года у нас столько были событий, и которое привело к ухудшению именно ситуации с правами человека в Кыргызстане. Я хотела бы сказать, что тот Кыргызстан, который, например, 10 лет тому назад или 15 лет тому назад признавался на международном уровне как островок демократии, сегодня ту страну вы не найдете. Той страны практически нет. И я очень сожалею, что многолетний наш труд по соблюдению прав человека и по установлению взаимодействия между госорганами и гражданским обществом сегодня просто не сработало и не стало работать. Это очень горько слышать, что ситуация настолько ухудшилась. Что стало этому причиной? Почему ситуация так резко ухудшилась? Потому что действительно Кыргызстан для всего мирового сообщества был примером, что как островок демократии, где свобода слова, плюрализм, да, политические партии, правозащитники. Очень много свобод было в Кыргызстане. И почему так резко изменилось? Что стало этому причиной? Да, вот у нас была многопартийная система. Какой-то период мы как бы себя назвали или нас признавали как президентско-парламентской страной, который двигается в сторону устойчивой демократии. И Кыргызстан за период независимости стал членом очень много на международном уровне, много Международных договорных и организаций, да. недоговорных на себя взял обязательства, стал членом договорных органов и недоговорных органов также. Да. Сегодня как ситуация обстоит? Первое, то, что я выступаю, это уже угроза для меня. Да вы что? Меня могут просто преследовать или посадить за то, что я выступаю, за то, что я критикую. Мгм. Это запрещается. Но здесь я как не представляю ни одной организацию, ни одну. Я представляю только сама себя, как Мгм. правозащитница. Я давно ушла от той организации, которой я являюсь учредителем. И я просто как Азиза Абдрасулова. Меня можете воспринимать. Да. А, И к чему? Первое, после смены власти в 2020 году мы потеряли статус президентско-парламентскую, как президентско-парламентская страна. У нас поменяли Конституцию, и по Мгм. Конституции четко написано, это сильное президентское правление, Мгм. сильная президентская власть. И сегодня парламент, который как бы представляет голос общества, голос избирателей и как бы несет ответственность за законодатель, который принимает законы, за исполнение, да, это уже не работает.
сегодня парламенту спускаются некие задания, некие требования, некоторые из них очень смешные, которые, ну, развивающие страны о таких проблемах на таком большом уровне даже не думают. Это такие смешные требования спускаются. Иногда кажется, что парламент занимается очень серьезным вопросом, но тем не менее сегодня парламент стал несвободным. И, Можно сказать, что парламент управляется президентским аппаратом и является приложением к президентской власти, а не самостоятельный не орган, который да, да, да. контролирует власть. Не самостоятельный. И при вот разных президентах какая-то власть или какой-то орган становится сильным. Были время, когда при Акаева парламент был сильным, парламент принимал решения, и мы знали, что от парламента много зависит. Да. Были моменты, когда Генеральная прокуратура взяла на себя вот некую такую власть, да, и люди ожидали что-то, какое-то чудо или какую-то справедливость от Генеральной прокуратуры. Сегодня в такой роли у нас ГКНБ. Государственный комитет национальной безопасности. Это мы все знаем, это спецорган. Да. И сегодня все силовые структуры, в том числе как судебный орган, как Генеральная прокуратура или Министерство внутренних дел, даже погранслужба, таможенная служба, Да. сегодня все как бы зависимы от ГКНБ. Я помню, вот какой-то период в Узбекистане было такой же. Вот от ГКНБ много зависело. Да, во времена ГКНБ... Ислама Каримова Да. служба безопасности контролировала всю ситуацию. Всю. Да. И сегодня мы сейчас в Кыргызстане все вот эти органы, государственные органы, когда зависимы от одного органа, который даже, не знаю, не является ни правительством, одним словом, не надконтролирующий орган. Да. Такой же параллельный силовой структура, который имеет свой обязательства, свое полномочие, чем должно заниматься, но сегодня во всем занимается ГКНБ. И это привело к тому, что у нас принимаются очень такие законы, которые ущемляют, сужают гражданское пространство и ущемляют права человека. Это закон об НКО, это закон о СМИ. И вот последний закон, который, это так называемый закон о свободе слова, но это, если так рассуждать, это о блогерах, о граждан, которые имеют свой аккаунт в социальных сетях. Активисты социальных сетей, мы можем так сказать. Да. И там, и вот исполнение этого закона, этот закон уже почти принят, комитет уже принял, и исполнение этого закона поручено или отведено полномочий Министерству культуры. Вот теперь сегодня Министерство культуры будут отслеживать, кто как пишет, кто о чем говорит, и это для физических лиц штраф 100 тысяч в сомах, для юридических лиц это штраф 200 тысяч в сомах. И как бы правила или инструмент, как Министерство культуры будут отслеживать, какое обвинение будут предъявлять, они что будут, исследования, расследования будут проводить или судить будут,
как они будут начислять вот это 100 тысяч, 200 тысяч, и куда эти деньги пойдут, это неизвестно. Если вот, например, вот грубо говоря, Хасан написал про Хусана что-то такое, да? Мгм. Хусан не написал никуда заявление, не обратился. Но все равно, если Министерство культуры считает, что это оскорбительно, разжигает какие-то розни или еще что-то, у Министерства культуры есть такое огромное полномочие. Но Ага. я в этом уверена, я тебе говорю, я в этом уверена. Этим якобы так называемым отведено этот роль Министерства культуры, но я уверена, этим будет заниматься все равно спецслужба. Да. Спецслужба как будет принимать решение, Министерство культуры такое же, это якобы будет решение Министерства культуры, но решение будет приниматься от спецслужбы. И какова сегодня ситуация? Сегодня, если мы 2 года тому назад с вами беседовали, и я рассказывала про преследование по делу Кемпрабат, там Да, да, да. да, человек 25 было, и мы об этом говорили. Я тогда открыто заявляла, что это политические преследования. Так оно и есть. И на данный момент дело Кемпрабат на суде первой инстанции обвиняемые все были оправданы, но идет судебный процесс на второй инстанции, в городском суде. Но после дела Кемпрабат у нас усилилось политическое преследование. Я сама лично занималась документированием, но я не могла охватывать всю страну, но это через СМИ, через адвокатов, через родственников документировала тех людей, которые преследуются по политическим мотивам. Мгм. Ну, в порядке это более 140 Ага. человек с разными политическими взглядами, из разных гражданских обществ или из разной позиции, с разными позициями. Но у нас в данный момент мы называем их дежурными статьями. Это те Мгм. статьи, которые применяются в отношении инакомыслящих правозащитников, журналистов, поэтов, акына Мгм. и также политики. Это первая статья, 278 статья, это призыв массовые беспорядки, точка, призыв к массовым беспорядкам и захвату Ага. власти. Это для тех, кто пишет в своих соцсетях, да, на своих страницах, давайте выйдем, скажем, вот, например, где-то нет воды, Да. поливная вода нету, давайте выйдем, скажем об этом. Этот человек автоматически будет вызван на допрос, и это 278 статья «Призыв к массовым беспорядкам». Таким образом, у нас уже скоро будет 3 года по всему Кыргызстану митинги в практическом смысле де-факто запрещены. Это есть решение судов на местном уровне, на районном уровне. И каждый раз запрещают на месяц, на 2 месяца, и этот срок продлевается автоматически. Там кто пострадал, это почему суды такие решения принимают, это неизвестно, непонятно. И там Да. я, например, как сторона не могу оспаривать это решение, потому что мне не дадут на руки решение, потому что я не сторона. Мгм. Если я выйду, меня это задерживает. Там в начале у нас опять это в административном порядке есть такая дежурная статья неподчинение законным требованиям представителей органов Да. власти. Вначале это применяется, но если посмеешь еще раз, то
уже статья более жесткая. Но Я это вот была... хотел уточнить. Ага. Со времен становления независимого Кыргызстана в Кыргызстане был самый либеральный закон о проведении митингов и демонстраций. Вот последние Да, 30 лет, да, и значит, этот закон о митингах и демонстрациях они пересмотрели и издали новый закон нет, об этом. закон тот же очень хороший либеральный закон, который мы всегда как держали, он как флагман, да, Да, всегда хвалили. Он имеет место, его не меняли, но он просто перестал работать. мгм, Просто перестал работать. Вот согласно тому закону, организатор, участники, ну, любой гражданин мог, первое, выйти без уведомления. Без да, уведомления. Это было подавать уведомление, это было право каждого, если человек хочет, чтобы его безопасность была обеспечена. да, Ну, подавать уведомление там за сутки можно было, ограничения не было. Место указывается, когда начало это. Ну, есть мгм, некий такой шаблон, да. Но сегодня, вот, например, я вам скажу, у нас был Автандил Джуробеков, молодой гражданский активист, который хотел собрать людей, выйти на митинг и собрать людей именно в том месте, отведенный местной властью, мэрией города Бишкек. И это парк Горького называется. Он подал уведомление, и за это уведомление ему не применили вот этот закон о мирных собраниях, ему не применили по нарушению порядок проведения, а ему применили именно в отношении него применили именно вот это 278 статью о массовых беспорядках, о призывах мгм, массовых беспорядков. И у нас было такой и сейчас есть полковник Анвар Сартаев, он ветеран военнослужащих, мгм. он хотел собрать тоже ветеранов военнослужащих, подал в мэрию уведомление, сказал, мы соберемся, наше обращение будет для Министерства финансов, который нам не оплачивает наши положенные компенсации. И его тоже посадили, ему тоже 278 статья. Я вот на примере говорю. И если это те люди, которые хотели придерживаться в рамках закона, Да, требованиям, подавали действовали уведомления, по закону на да, основании, и их посадили. А те люди, те граждане, которые случайно напишут, ну давайте куда-нибудь выйдем, давайте соберемся. да, В отношении них 278 статья. Вот у нас есть дело по, мы так называем его, дело по Байтику. Летом, в мае, в июне месяц была нехватка поливной воды. мгм, Ну, молодые ребята, местные жители вышли, и из них в данное время двое находятся за границах, в бегах там посадили их, троих здесь держали долго, и по сегодняшний день идет судебный процесс. У нас еще, это первая дежурная статья, 278. У нас еще есть, к сожалению, 330 статья, это называется «Разжигание межнациональной, межрасовой, мгм. межрегиональной, межрелигиозной розни». Ну, если кто-то там, понимаете, в эту статью может не только там межнациональный и межрелигиозный. Если кто-то критикует власть, и он представитель, у нас юг-север есть, и он представитель юга, и про северян что-то сказал, да? Про человека, который из севера. Из севера, Это, да. это уже региональный рознь. Вот у Мгм. нас Ханике Аранова, женщина, у нее 9-летняя дочка, ее посадили на 3 года, она сейчас в тюрьме.
Мгм. Только потому, что она сказала: уважаемые Садыр Иним, э, Тамчи Укам, вот у нее было, Да. давайте объединяйтесь, юг-север Кылбагла, вот не делайте Мгм. юг-север. А за такой призыв признали, что она сеет межрегиональный рознь, ее посадили, она находится в данное время в тюрьме. И Хотя она третья статья. имела в виду, что местничество, махалличелик, кальбеля. Да, да, Да. да. И понимаете, вот по 278 статье у нас было такое громкое дело, уголовное дело, 11 журналистов посадили. В Мгм. данное время двое до сих пор находятся в тюрьме. В отношении них тоже вот эта дежурная 278 статья. Мгм. И на суд я сама лично ходила, промониторила, слушала, и я нигде не нашла, где-то они призвали бы к массовым беспорядкам, к захвату власти. Этого не было. Это дело по Кемпробаду. Такого не было. И в данное время у нас в тюрьмах находится Акын, молодой парень, Аскат Жетигенов. Он как говорится, Акын, Акын, да? да, он Акын, Народные поэт, песни поет. Так? ага, да, да, и он, своя мелодия у него, свои Да, песни, да, да. ну, Это испокон древняя век, традиция же в Кыргызстане. Акыны, это же да, да, очень, да. испокон веков у кыргызов есть такие слова, это пословица, баш кесмек бар, тил кесмек жок. Голову можешь резать, но язык не Нельзя лезет. резать. Да, да, Да. да. И у нас акыны, как Токтогул, как другие, да, и 100 лет тому назад, и 200 лет тому назад, 1000 лет тому назад, наверное, они всегда критиковали, кто против собственного народа что-то делает. Да. Э, э, Мысли И народа, да, они да, выносили и как через песни них, доводили да, через песню, критиковали и власть, да, и ситуацию, и вообще людям показывали, как правильно, что неправильно. да. Да, Темирлан Ормуков тоже поэт, пишет, он не поет, а он просто пишет да, стихи. Да, он остро пишет, иногда, может быть, не совсем корректно, да, но он инвалид первой группы по зрению. мгм, И в данное время он тоже находится в тюрьме за свои стихи. мгм. У нас есть женщина в тюрьме, которой тоже 278 статья, Зарина Токтогулова из Таласа. Ей 72 или 73 года. Тоже Мгм. находится в тюрьме. Понимаете? Э, И вот еще одна дежурная статья, я хочу сказать, это 326-я, 327-я статья. Это захват власти Мгм. и удержание, захват власти с применением огнестрельных, там, взрывчатых устройств, таких, чуть ли не война, да? Да. И удержание насильственным путем с применением силы. Мгм. Эта статья была применена в отношении кемпробацев. Мгм. Э, Но обратно же, судья не видит, где они захватили, какую власть они захватили. Айлюк-Мыту захватили, Махаля захватили, или Белый дом. Ну, не было. Где оружие? Нету оружия. Да. Понимаете, но обратно же дело Кемпробат закрыт, гриф секретности дали, потому что я знаю, я уверена, что там доказательная база не было, у них не было другого выхода, и гриф секретности дали. Судебный процесс закрыт, в закрытом режиме прошел первая инстанция полностью оправдывал всех. Ну, это такой смелый судья оказался. Да. 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 И вторая инстанция до сих пор продолжается в закрытом режиме. Там тоже женщины, там тоже больные. Вот 3 генерала, вот понимаете, среди кемпробацев. Вот три даже послы бывшие в разных странах, в Малайзии, там, Турции, еще где-то.
политики, экс-спикер, депутаты Жогорку Кеңеша бывших созывов, ну, разные, там молодые, там актеры, поэты, ну, простые строители. Вот от конца до конца, вот от крайности до крайности, вот понимаете, по делу Кемпрабад. И вот сегодня вот такая ситуация, и мы недавно в Кыргызстане под эгидой ООН провели круглый стол о роли экспертов. Мгм. Это очень важно для понимания, да, почему так возможно. У нас как делается? Вначале человек подпадает под подозрению, да, в поле Да. зрения, надо этого человека сажать или наказать. И тут нет уголовного дела, этот человек даже не знает, у него нет адвоката, но принимается постановление о назначении лингвистической экспертизы, политической экспертизы. Вот политическая экспертиза у нас в Кыргызстане стали применять. И вот это Политическая экспертиза. Что это такое политическая экспертиза? вот такая экспертиза. Вот недавно тема круглого стола была этого. И знаете, вот даже вам будет смешно и грустно, кто проводит политическую экспертизу. Политическую экспертизу у нас проводят один отдел по политическим вопросам Национальной академии наук. Академики, научные сотрудники, именно ученые, это наше зеркало. Они, один отдел у них занимается с внесением или с подготовлением такой так называемой политической экспертизы. Это нонсенс же. Как Потом, можно проводить политическую экспертизу? Это же политика, это когда разные мнения есть, да? Что нет, у это... нас должно быть одно мнение и никакой разный. И понимаете, вот когда уже готова политическая экспертиза, следователь пишет в постановлениях, если там разжигание, если там призыв к массовым беспорядкам, если там как бы призыв к смене власти, там такие вопросы Ого. задаются. И главное, вот эти эксперты дают заключение, которое хочет следователь. Да. И на основании этого заключения потом только человека, который в поле зрения подпадал, да, его вызывают, скажут, вот, есть заключение, политическое заключение, лингвистическое заключение, в твоих словах есть вот это, вот это, вот это. И потом возбуждается уголовное дело, поведут человека в суд, задержанного уже в качестве задержанной, чтобы суд принимал решение о правомощности, правомерности его задержания и закрывает человека на какой-то срок, на Мгм. месяц, на 2 месяца. Так произошли со всеми, которые сегодня находятся в тюрьмах, которые вышли под домашним арестом, которые получили свои сроки, вышли как бы, раньше условно называли, сейчас у нас пробационный период называют, Ага. на пробацию, и у них у всех практически 100% у всех было такого. Не было у нас за период вот это, за 2 года не было у нас, чтобы человека вначале вызывали, допросили, потом только назначили разные там экспертизы с участием адвокатов, да, чтобы с учетом мнения этих задержанных или адвокатов не было такого. Мгм. И вот это самый опасный, самый плохой прецедент, который я очень не хотела бы, чтобы наши соседи
научились так делать, да, очень не хотелось бы. Но, к сожалению, оно так. В данное время у нас находится в тюрьме Джомарт Карабаев, ему 26, 27, скоро 27 будет. Он один из сотрудников вот этой отдела Академии наук. Мгм. Он первым стал против, он не хотел делать заключение. Он открыто об этом писал на Фейсбуке, потому что у нас недавно из тюрьмы вышел публицист, писатель, известный журналист Олджабай Шакир. Мгм. А Да. вот по делу Олджабай Шакир хотели, чтобы вот этот Джомарт Карабаев делал заключение. Он отказался. Он на суде у Олджабая Шакира сказал, я не стал делать, потому что это неправильно, во-первых. Нету у нас полномочия проводить аналогичной экспертизы. Во-вторых, с меня требовали, чтобы я написал то, как хочет следователь. Что получилось? Его самого посадили. Его следователем стал тот следователь, который посадил Олджабая Шакира. Ага, смотрите. Джомарт рассказал, когда он на суде говорит, когда я отказался делать такое заключение, мой же парень, эксперт тоже, с которым он вместе работает, он делал, говорит, Азамат Его коллега, Джанибек, да? да, его коллега, Да. сделал в отношении Олджабая. Когда посадили Джомарта Карабаева, опять же, тот же следователь Олджабая Шакира и тот же эксперт, который в отношении Олджабая делал, теперь в отношении Джомарта Карабаева делал заключение. Вот я все это, почему я подробно, Влад, рассказываю, да, чтобы вам было понятно. Да, да. Одним словом, одним предложением, просто я не могу объяснить, Ну, просто конечно, вы... это трудно объяснить Да, несколькими вы словами. просто не можете понимать, что делается. Я недавно была в Варшаве на ежегодной встрече по человеческим измерениям ОБСЕ. Во-первых, конечно, программа, отношения ОБСЕ тоже изменились. Ну, не так, как раньше, но тем не менее, мне приходилось там, я рада встречаться с некоторыми бывшими своими коллегами, Да, да. правозащитниками, экспертами. Но когда они услышали, что в Кыргызстане вот действительно так, многие просто не поверили. Да, Просто это действительно много, очень трудно многие поверить, были, да, что вот такой да, демократический Кыргызстан вдруг так резко ситуация изменилась. э, многие были очень удивлены. Да. И сейчас, как нам, правозащитникам, мы или мы должны закрываться, И прекратить организация, деятельность. да, прекратить деятельность, или мы должны встать в реестр как иностранный представитель в Кыргызстане, Мгм. но это обратно же нету, вот как порядок, да? Вот, например, если я пойду, да, буду зарегистрировать свою организацию как иностранный представитель, но какая международная организация или какая иностранная организация скажет, да, вот это она моя представитель. А это что за иностранный представитель? Что имеется в виду? Это не то, что иностранный агент в России, да? Нет, Это не у такое. нас из последнего варианта закона об НКО убрали слово агент. Мгм. На место слова иностранный агент, иностранный представитель. Если я получаю гранты от международных организаций, значит, я должна в реестре указать как иностранный представитель. Но То есть фактически это
тоже как бы борьба, да, с правозащитниками, чтобы показать их, Да, что они да, инструмент, это, не местные, не свою работу ведут, а они как бы их иностранные организации да, да, да. И нанимают и опять работают. вопрос. Опять вопрос. Вот многие правозащитные организации из постсоветских стран или из других, да, знают, что любая правозащитная организация не может получать от одного и того же донора. У Да, нас это, доноры может быть разные. да, Кто-то там на экспертизу, кто-то на транспорт, кто-то на офис, да? Кто-то на поездку куда-то, чтобы на обучение или на семинары. Ну, разные. Мы всегда искали грантовые поддержки, всегда мы писали заявки, мы всегда указывали свои другие доноры, тем донорам мы отсюда столько-то, да, отсюда столько-то. И у нас всегда было прозрачно. А теперь, чтобы стать иностранным представителем, я это не понимаю, вот как это возможно. Вот, например, если Национальный фонд поддержки демократии один год нашу организацию поддерживает, второй год нет, и в то же время Институт открытого общества год поддержал, кто меня будет признавать, что я их представитель в Кыргызстане? да, это же краткосрочный. Это всегда у нас годовой, самый долгосрочный это годовой проект. А так на 3 месяца, на 6 месяцев. И очень я сожалею, из-за вот этого закона об иностранных представителях у нас фонд Сорос в Кыргызстане закрылся. Мгм. Фонд Сорос в Кыргызстане уже скоро год будет, как этот фонд покинул. От их Я уверена, от этого фонд Сорос и не пострадает. У них это деньги свои, куда хотят, туда и Ну, они будут конечно, это тратить, да? Кыргызстан проиграет Но же. пострадали наши кыргызстанцы, именно самые э, уязвимые слои населения. Это онкобольные, Да, это пострадавшие ВИЧ-СПИДом, это э, местные отдаленные школы, отдаленные села. Э, ну, одним словом, это женщины, многодетные женщины. Одним словом, пострадали не те, которые принимали этот закон, не те, которые против правозащитников. От того, что фонд Сорос Кыргызстан покинул нас, да, пострадали самые уязвимые да. Фонд Сороса делал населения. очень важную работу, которая приносила пользу Конечно, простым конечно, людям. Очень. они очень важные работы делали. И сейчас автоматически сократилась поддержка Евросоюза. Ну, Да, практически нет поддержки правозащитных организаций. Демкомиссии сократилась. И других. ОБСЕ перестал, если с кем-то работаете, я не знаю, с кем они работают. У нас же и ООНовские структуры были, и ЮНИСЕФ было, да. и Очень много очень, международных да, организаций э, присутствовало в Кыргызстане, потому что да. законы были очень либеральными, Freedom да? House было у нас. Сейчас мы, правозащитные организации, э, просто работаем, понимаете, без средства Это очень невозможно трудно. какую-то работу делать. Потом для нас была важна еще коммуникация с госорганами. Вот, например, моя работа всегда была тесно связана с госорганами, посещение тюрем, посещение воинских частей, посещение детских домов или проводить некие мониторинги судебных процессов или проводить обучающие семинары для судей, для прокуроров или для сотрудников милиции. Это без коммуникации с госорганами просто невозможно работать. Да. Просто невозможно. И вот поэтому мы сейчас и руками, и ногами связаны
первое, у нас отсутствует финансирование, и мы не можем, даже не знаем, как получить, и мы не знаем, как оформлять себя как иностранный представитель, кто нас признает, какая международная организация. Второе, закрываться или не закрываться, это вопрос, опять же. Вот, например, моя организация уже история более 20 лет, и просто так закрываться тоже обидно, да, и просто Да, не хотелось бы. И третий вариант остается сказать, что мы не будем получать никаких международных помощь, гранты мы не будем получать нашей организации. Но тогда смысл, чтобы сидеть да. и Очень трудно работать без поддержки же, да, потому что есть поездки, есть очень много вопросов, которые требуют расходования средств. Без денег, конечно, без такой поддержки очень трудно ездить, встречаться, организовывать. То есть очень да. много вопросов, которые требуют поддержки, да? И вот в последней связи с этим я хотела сказать, если государство, но в то же время говорят, да, нам нужно гражданское общество, нам нужны неправительственные организации, которые будут помогать государству. Ну, если вам нужно, ну, тогда сами финансируйте. Да, да, Как Польша, как государственные другие программы страны. для Да, правозащитников. какая-то государственная программа должна быть, партнерство должна быть с госорганами, социальные заказы какие-то должны быть. Да, Но обратно же я по другим, по примерам наших других коллег других стран, ну это очень мало результативно. Мало результативно. Но пока у нас нету конкретный такой шаблон, вот так будет правильно. Нам никто пока такой шаблон не дал. И вот, да, э, наверное, я вот в общей ситуации с правами человека пыталась сказать, да. да, да. И в парламенте Это очень сегодня было нету, интересно, потому что да, очень важные вещи вы сказали, которые многие люди не знают. сегодня в парламенте нету оппозиции. Ну, было вот это Bütün Кыргызстан, который возглавлял депутат Мадумаров, его Да, посадили, его лишили мандата. Теперь там депутаты, 5 или 6 человек, я точно не могу сказать, остались, но их кто слушает? да, Они не то что в меньшинстве, они практически как никто. Вот да, такая действительно. ситуация. Да, большое спасибо, Азиза. Вы рассказали очень важные вещи, которые многие люди, мы, например, которые живут за пределами Кыргызстана, не знаем фактически. И вот очень И я подробно, хотела еще добавить, да, э, я же сказала, вот очень сильно сократилась поддержка Евросоюза, ну, западных стран, да, 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 но от этого обратно же сегодняшняя власть, вот, которые власть имущие, мне кажется, ничего не потеряли, потому что они очень тесно стали работать и очень дружелюбно стали работать и с Россией, так да. и с Китаем. Это все идет и влияние России, и И, и, оказывается, и тот вакуум, который мы говорим, что сейчас западные страны или фонд Сороса, тот вакуум для власти, мне кажется, достаточно то, что Китай дает или от России получает. Но обратно же, если э, те международные донорские организации, когда давали для Кыргызстана денежные грантовые поддержки или другие поддержки, да, это было более-менее открыто. Но хотя бы 10-15% мы знали, что они дают на судебную реформу, или да, они дают для чистой воды, там еще на что-то, для экологии дают вот это на остатки урановых радиаций, или там еще, ну, было чуточку понятно,
кому за что дают и кто несет ответственность. В результате мы что можем получать, на что нам надеяться. А сегодня я вот, например, абсолютно не знаю, какие проекты, совместные проекты между Кыргызстаном и Китаем, между Кыргызстаном и России. Россией, еще с кем-то, я не знаю, еще какие-то арабские страны, может быть, есть какие-то соглашения. Об этом у нас абсолютно нет Да, информации. прозрачности нету в этих вопросах. И все это, в конце концов, будет приводить к тому, что количество демократов в стране будет уменьшаться. И Уже вот, уменьшилось. да, и как у меня вот лозунг за спиной, там же написано, да, нет демократии без демократов. Если демократов не будет, в стране не будет никакой демократии. И влияние Китая, России будет приводить к тому, что ситуация в Кыргызстане будет ухудшаться, права человека будут меньше гарантированы, и то, что Европейский Союз, международные организации уделяют меньше внимания Кыргызстану, это даже больше выгодно Китаю и России, потому что они будут Да, там да. управлять, и ихние правила будут действовать на этих территориях. Останавливаться, да. И у нас очень плохо ситуация со свободой слова. Э, Некоторые свободные прессы закрылись. После задержания и привлечения к уголовной ответственности 11 журналистов, некоторые журналисты, у нас сильнейшие журналисты, покинули страну. Да, СМИ закрылись, и без свободы слова, понимаете, сейчас в Кыргызстане Кыргызстан обвиняет зеркало, обвиняя свободу слова, обвиняет зеркало, да, что это зеркало показывает меня не так, да, у меня нос не такой, там рот не такой, но этого ты какой есть зеркало, того и да. покажут. А журналисты, Правительство, конечно, видит свое отражение в этом, потому что чем да, больше они увеличивают преследования против свободы слова, против правозащитников, против оппозиции, тем больше будет ситуация ухудшаться же. Это все сыграют против правительства, в конце концов. и в заключение я хочу, Влад, сказать, может быть, будет интересно, чем все-таки в данный момент, в данное время занимается Азиза Абдрасулова. Да. Я по тюрьмам не хожу, тоже на судебные процессы, где открытые, хожу, провожу личное свое наблюдение, но за 24 год, за этот год, я начала защищать женщин, которые подвергаются семейным насилиям. Мгм. У меня сейчас два таких дел. И, слава богу, у нас законодательство дает как бы возможность мне принимать участие через по доверенности пострадавшим. Мгм. Как общественный защитник или... Это раньше было общественный защитник, а сейчас это не как общественный защитник, а как законный представитель. Мгм. Э, Тут И тоже законный представитель, да? да, здесь я тоже законный мыйзамдуу өкүл, законный представитель, но у меня есть возможность представлять их интересы только на суде. В период Мгм. следствия у меня Нет. нет полномочия. Но на суде стараюсь свои вот эти практики, многолетние практики применять. Да, у Потом вас второй, огромный опыт. Вот это, потому да, что в Центральной Азии и на международном уровне вы один из самых опытных и правозащитников, который работает очень многие годы, и ваш опыт, ваши знания очень ценны для всех нас. Вы и заслуженно имеете именно уважение. Именно вторая категория, кому я оказываю защиту, принимаю участие на суде, это несовершеннолетние девочки и мальчики тоже, Мгм. которые подверглись сексуальным насилиям. Ну, М, э, это Там очень, тоже, да, да, там тоже я болезненная как тема, да. бы
полезно, там тоже мое место есть. И именно вот эта категория женщины, которые подвергаются семейным насилиям, или подростки, дети, которые подвергаются сексуальным насилиям, они самые уязвимые. Именно бедные, уязвимые, люди без денег, без возможности подвергаются к таким насилиям. Да, И у них нет как бы привлекать адвокатов, оплатить услуги адвоката. А я, как всегда, могу бесплатно, на да, свое удовольствие, и ходить, добровольной защищать их на основе, да. суде, представлять их интересы. Вот я вот нашла вот такую работу для себя и работаю, и я вижу, что я очень полезна, потому что вот это сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, Да, многие это думают, этого нету, но это есть, это в самом деле есть. Я защищала право, девчонку, которая бросилась с 6-го этажа, умерла, 13 лет ей было, ой, она подверглась сексуальному насилию. Сейчас я защищаю 14-летнюю девочку. Зимой я ездила несколько раз в Ош из Бишкека, защищала 7-летнего мальчика, которого тоже подвергался к сексуальному насилию. насилию, да. Да, именно сексуальному. И такое насилие у нас есть, место имеет. Эти люди остаются обратно же без внимания со стороны правоохранительных органов. Вот те дела, которым я вот как бы была вовлечена, они некоторые 3 года, некоторые 4 года все время тянулись искусственно. Да, И после моего как бы вовлечения как бы дело с мертвого места сдвинулись, и уже 2 получили свое наказание, насильники. да. Ну, спасибо большое за сегодняшнюю беседу, Азиза. Было очень интересно и горько фактически узнать то, что происходит в Кыргызстане. И я вас благодарю, желаю вам удачи в вашей работе. Друзья, которые смотрят сегодняшний наш эфир, нашу беседу, обязательно пишите в комментариях свое мнение по этому вопросу, как вы относитесь, может, у вас есть какие-то дополнительные примеры по тому, что сказала Азиза, мы можем в комментариях все это обсудить. И обязательно поделитесь со своими другими друзьями, чтобы больше людей узнало о том, что происходит в Кыргызстане, и больше людей услышало то важное, о чем сегодня рассказывала международно известная правозащитница Азиза Абдурасулова. Азиза апа, katta rahmat, sog' salomat bo'ling, ishlaringizga omad tilaymiz. Alloh sizni o'z himoyasida saqlasin. Желаю вам удачи, берегите себя, Азиза апа. Оп. Hop, xayr.